Поднимите руку те, кто в любой момент готов взяться за работу, не любит фастфуд, соблюдает диеты, качает пресс по утрам и не присутствует ни в одной соцсети. Это не вы и не я, увы. Но мне известен один секрет, который поможет вам стать одним из тех, чья рука взлетит вверх, лишь только вы услышите подобный вопрос. Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет о силе воли, той части внутри каждого, которая в ответе за принимаемые нами решения. Быть или не быть, делать или нет. Всякий раз, когда возникает необходимость действия, которое не входит в наши привычки или противоречит внутренним желаниям и убеждениям, мы задействуем силу воли. Сила воли по своей сути – это способность успешно справляться с задачами. Именно она определяет, насколько быстро вы можете включиться в работу, отказаться от нездоровой пищи, начать ходить в спортзал и так далее. Сила воли применима абсолютно ко всем жизненным аспектам. Считайте, что она ваш главный козырь в рукаве. Сила воли – одна из ваших мышц, которой, как и всем остальным мышцам, необходима регулярная растяжка и тренировка. В противном случае она атрофируется. Итак, если вы из тех, кто хочет поднять самоконтроль на новый уровень, предлагаю познакомиться с инструментарием, призванным сделать вашу силу воли непобедимой. Развивайте умственную и физическую силу воли. Сопротивляйтесь кратковременным искушениям. Тренировать силу воли необходимо для того, чтобы не поддаваться всевозможным маленьким искушениям, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Если вы научитесь противостоять им, вы заложите основу для крепкой силы воли в других областях своей жизни. Например, не совершайте импульсивных покупок вещей, которые на самом деле вам не нужны, таких как кофе, например, или очередная новая футболка. Лучше сэкономить деньги. Выходите на короткие прогулки вместо того, чтобы проверять электронную почту или новостную ленту в социальных сетях. Создайте планы, если что. Звучит странно, я вам сейчас объясню. Если вы будете заранее знать, что делать в ситуации, чтобы избежать искушения или развить силу воли, вы сможете добиться успеха. Сталкиваясь с подобными ситуациями, придерживайтесь «если что» заявлений. Например, если вы пытаетесь избежать вредной привычки, скажите: «Если я пойду в продуктовый магазин и не смогу оторвать глаз от вредных перекусов, то вместо этого я куплю коробку цельнозерновых хлопьев». Или если вы стремитесь избежать потребления алкоголя, говорите: «Если кто-нибудь предложит мне выпить, я просто попрошу лимонад». Также, если вы, к примеру, пытаетесь держать себя в руках, скажите: «Если я начну злиться, то я немедленно закрою глаза, сделаю глубокий вдох и сосчитаю до 10, чтобы успокоиться». Откладывайте наслаждение. Поддаваться желаниям приятно в краткосрочной перспективе, но порой воздержание от таковых позволяет укрепить общую силу воли и повысить чувство удовлетворения. Существует множество способов откладывать удовольствие в повседневной жизни. Например, сначала принимайте холодный душ и позволяйте себе пустить теплую воду только через несколько минут. Ждите 5 минут перед приемом пищи, даже если вы голодны. Поститесь один день. Делайте это только в том случае, если вам позволяет здоровье. Позволяйте себе совершать желаемую покупку только после определенного периода времени, например, через неделю. Это также даст вам возможность понять, действительно ли вам нужна эта вещь. Уделяйте внимание своему организму. Исследования показывают, что если периодически уделять даже немного внимания своей осанке, дыханию и прочему, можно повысить силу воли, улучшить настроение и в целом поднять себе самооценку. Вот несколько простых упражнений. Напоминайте себе сидеть ровно. Время от времени останавливайтесь, чтобы сделать несколько глубоких вдохов. Вставайте из-за стола или из дивана и совершайте 5-минутный перерыв каждый час. Заставляйте себя заниматься спортом. Занятия спортом полезны для физического здоровья, а также для вашей самодисциплины. Взяв на себя ответственность за свой организм, вы укрепите силу воли в других областях жизни. Сосредоточьтесь на создании планов физических тренировок, которые будут соответствовать вашему образу жизни и способностям. Не бойтесь начинать с малого и помните, что любое улучшение, которого вы сможете добиться, будет оправдано. Важно придерживаться своего плана. В зависимости от вашего опыта вы можете ходить по 10 минут в день и постепенно увеличивать это время до 30 минут и больше. Вы также можете создать план тренировок на улице или в помещении.
заниматься любимым видом спорта с друзьями 1 или несколько раз в неделю, тренироваться, чтобы пробежать 5-километровый марафон и прочее. Отвергайте или заменяйте нежелательные мысли. В дополнение к занятиям спортом можно укрепить силу воли с помощью психологических установок. Самое главное – сосредоточиться на том, чтобы отвергать мысли, которые вас угнетают. Тренируя таким образом самоконтроль, вы почувствуете прилив энергии как в чувствах, так и в мыслях. Можно заменять негативные мысли на более позитивные. Например, если вы склонны думать «я никогда не делал этого раньше и не знаю, как с этим быть», придайте ситуации иную форму. Для меня это возможность узнать что-то новое. Избегайте определенных людей, мест, ситуаций, средств массовой информации и других элементов жизни, которые склонны вызывать у вас негативные мысли и отдалять вас от желаемой цели. Надеюсь, вы наконец-то убедились в неизбежном успехе всех намеченных вами мероприятий. И еще лучше, если план действий уже начал выстраиваться у вас в голове. Буду рада узнать о других эффективных способах самоконтроля и прочесть вашу историю победителя. Обязательно делитесь своими успехами в комментариях. На этом наше видео подходит к концу. Благодарю вас за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк, подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!